Позавчера случился полноценный погром в издательстве «Эксмо». По делу об организации деятельности экстремистской организации задержаны как минимум генеральный директор издательства Евгений Копьев и главный редактор Александра Шипетина. Задержание в «Эксмо» — это продолжение прошлогоднего дела книгоиздателей. Тогда были задержаны сотрудники издательства Popcorn Books, входившего в «Эксмо». Поводом стала публикация романа «Лето в пионерском галстуке», в чем усмотрели деятельность международного движения ЛГБТ. Как сообщает «Медуза», после разгрома Popcorn Books генеральный директор «Эксмо» Евгений Копьев на несколько месяцев уехал из России. Но потом решил вернуться, ведь если тогда не тронули, то, мол, уже и не тронут. Сегодня поговорим и о самом погроме, и вот об этом самоубийственном в наше время подходе, логике, что если не тронули, то и не тронут, можно вернуться. Только перед тем, как перейдем к обсуждению, напомню. Если у вас тормозит ролик, в описании вы найдете гайд, как ускорить его загрузку. Ну и вообще, как вернуть себе нормальный интернет в России. Там и бесплатные способы, и платные тоже есть. Мы их постоянно актуализируем и тестируем, в том числе проверяем и VPN-сервисы. Среди них обратите внимание на лидера нашего рейтинга BlankVPN. А спонсор гайда – mCard. Это криптовалютная альтернатива зарубежным банковским картам. Ссылка на них тоже в описании. В 2000 году, в первые месяцы правления Владимира Путина, газета «Коммерсант», чью любовь к заголовкам наследует творческая группа нашего канала, каждый раз на первой странице публиковала новость по шаблону «Пришли за». Пришли за Березовским, пришли за Потаниным, пришли за Чубайсом и так далее. Новости об обысках и неуплате налогов, о проверках просто сыпались каждый день. Пришедший на плечах крупного бизнеса президент ни секунды не мешкал с тем, чтобы сказать своим спонсорам большое спасибо и указать их место в пищевой цепочке. Но времена тогда были вегетарианские. Достаточно было пасть ниц перед троном, дать присягу на верность, и люди в масках как пришли, так бы и ушли бы. Сейчас жанр этих заголовков можно возродить. Правда, с той существенной разницей, что никто никуда не уходит. И присягать бесполезно, ведь все уже присягнули, и торгов давно никто никаких ни с кем не ведет. Просто СИЗО и просто изъятие собственности. Просто сроки, как за серию убийств, и все. Сегодня 23 апреля. 2 года с задержания замминистра обороны Тимура Иванова. С даты, которую можно считать символической точкой отсчета, когда в России начался передел власти и собственности по масштабам сравнимой разве что с началом 90-х. Если окинуть эти 2 года взглядом, становится трудно представить, сколько высокопоставленного народу закатали на конские сроки. Сколько собственности, измеряемой миллиардами долларов, было изъято одним днем. Когда сажали областную администрацию целиком, это поначалу впечатляло. Изъятие Макфы было сенсацией. Потом пошло плотнее. Губернаторы, федеральные судьи, миллиардеры из Forbes, сенаторы. Просто все подряд. За эти всего-то 2 года была полностью отработана процедура изъятия собственности. Генпрокуратура просто идет в суд и говорит: «Ларису Ивановну хочу!» и получает Ларису Ивановну. Изъятие активов в таких масштабах, которое раньше заняло бы месяцы и годы, и вообще не факт, что получилось бы, сегодня занимает рабочую неделю. Раз и все. И уже есть отдельное решение Верховного суда, закрепляющее эту практику. Теперь, и мы вот тут подходим к теме «Эксмо», у нас есть суперформат изъятия любой собственности с отправкой собственников в СИЗО. Обвинение в экстремистской статье. Экстремистским сообществом теперь может стать вообще кто угодно. Не только коммерческое предприятие, но даже семья, как это случилось с Невзоровыми. А все имущество экстремистского сообщества просто конфискуется. Приватизация какая-то неправильная, налоги где-то неуплаченные. Это морока и требует копаться в документах и цифрах. Экстремизм прекрасен тем, что он не требует от объекта преследования никаких действий вообще. Экстремистское движение ЛГБТ и пропаганда этого самого ЛГБТ среди несовершеннолетних – это натуральный уголовный джекпот. Потому что тут все слова лишены смысла. Нет никакого международного движения ЛГБТ. Никак не определено, что является пропагандой среди несовершеннолетних. Это все абсолютно абстрактные слова. Они даже не имеют отношения к самому по себе чудовищному дискриминационному законодательству. Они имеют отношение к тому, о чем мы с вами говорили пару дней назад. По закону о ношении носков с сандалиями задержано руководство текстильной фабрики. Это как раз тот случай, когда в закон, предусматривающий изъятие собственности, намеренно заключено обстоятельство, гарантирующее ее произвольное изъятие. Закон дискриминационный, тут вопросов нет. Но в сегодняшнем виде цель его не в дискриминации.
а в том, чтобы дать силовикам возможность спокойно приходить к тем, кому и так собирались. Тут надо сказать пару слов о том, что такое Эксмо. Люди, выросшие в интернете, могут недооценивать реальную мощь этого бизнеса. Эксмо – это часть холдинга Эксмо АСТ, который образовался в начале десятых после нескольких раундов слияний и поглощений, скандалов и доносов. Холдинг втянул в себя множество больших и малых издательств и де-факто стал доминирующей компанией на рынке книгоиздательства. А по каким-то направлениям, вроде художественной и публицистической литературы, если не монополистом, то точно гегемоном. Это не еще одна компания. В книжном мире это Роснефть. Больше 20 миллиардов рублей годовой выручки, из них больше 8 миллиардов – доналоговая прибыль. Эксмо владеет крупнейшей площадкой продажи электронной литературы Литрес. Это гигантская и очень влиятельная компания с очень большой прибылью, которая издавала и издает плюс-минус всех, о ком вы когда-либо слышали. Совершенно очевидно, что при таких масштабах именно холдинг Эксмо АСТ решает, кто у нас в стране писатель, а кто блогер-тунеядец. Понятно, что есть много разных издательств поменьше и покрупнее. Что если есть ресурсы и деньги, можно даже издавать себя самостоятельно, как мы вот свои книжки издаем. Но по меркам книжного рынка все эти наши эксперименты да просто баловство. Можно быть иноагентом, который сам себе издатель. Но нельзя в таком режиме быть Сергеем Лукьяненко или Дарьей Донцовой. Если речь идет о тиражах в сотни тысяч, если ваша книжка должна доехать до каждого киоска на вокзале в городе Тында, то никакого пути в объезд нет. Вы идете в Эксмо. Тут хороший момент рассказать о моих книгах, которые выпускает наше само себе издательство. Прервемся, и, значит, на это наше объявление быстро, и сейчас продолжим. История учит нас понимать, почему мир стал таким, какой он есть. Почему появился Международный суд? Зачем создавали ООН? Как вышло, что в демократической новой России укрепилась диктатура? На все эти вопросы историки отвечали не раз. Но проблема в том, что через их труды бывает сложно продраться. Книги по истории редко можно назвать легким чтением. Поэтому мы решили создать собственные учебники, где сложные исторические процессы рассказаны интересно и простым языком. Где есть красивые и, что важно, корректные иллюстрации. Такие, чтобы каждый разворот хотелось рассматривать. Мы сосредоточились сейчас на двух периодах. Во-первых, на истории новой России. Ее события влияют и на нашу жизнь до сих пор. Если вы хотите разобраться, как приходила экономическая реформа, какие были альтернативы, как победа Ельцина в 93-м создала предпосылки для появления путинской автократии и диктатуры, и как эта самая автократия формировалась, тогда покупайте книгу «История новой России». Второй же период, по сути, сформировал все современное мироустройство. И он коснулся почти каждой российской семьи, советской семьи еще. Это Вторая мировая война. Событий там очень много, поэтому мы решили сделать серию книг, чтобы дать полное представление о произошедшем. Сейчас вы можете приобрести первый том из этой серии. Там рассказано о причинах Второй мировой и о том, как она началась. Как повлияли Версальский договор и мировой кризис, что привело Гитлера к власти. Второй том выйдет в этом году, я надеюсь. Его печать мы частично финансируем с продаж первого тиража. Так что, если хотите поддержать наш проект, покупайте книгу. Еще можно пожертвование сделать. Важный момент. Покупать мои книги в России законно. Вы ничего не нарушаете. Качество у обеих книг отличное. Они могут стать хорошим подарком и украсить интерьер. А еще у нас в магазине есть мерч. Можете вместе с книгой купить, например, худи с надписью «До завтра». Моим почерком. Кривоватым. Ну, ладно, нормальным почерком. Ссылка на наш магазин в описании. Так вот, если вы не я, если у вас речь идет о тиражах в сотни тысяч, если ваша книжка должна доехать до любого киоска на каждом вокзале страны, то тут никак иначе. Вы идете в Эксмо и все. Эксмо – важный и очень вкусный актив. Как с точки зрения денег, так и в плане контроля над содержимым книжных полок. Актив этот вполне политический, и нет ничего удивительного в том, что за ним пришли. Тем более это неудивительно, если мы вспомним, кто принимает решения. Принимают решения граждане, которые в своем развитии остановились где-то на высшей школе КГБ. Для них интернет – это какой-то непонятный враг, а издательство – вполне понятный источник идеологических диверсий. И взятие под контроль книжного рынка для граждан этих – такой же очевидный шаг, как взятие под контроль телевизора. Чем мешало абсолютно лояльное издательство «Гегемон»?
которая вот буквально на неделе предлагала прописать самому себе единое цензурное окно. Нет, это, конечно, тоже в некотором роде фронда, и мы об этом говорили несколько дней назад. Потому что единое цензурное окно – это, по сути, предложение создать правовое государство вместо текущего произвола. Мы еще тогда говорили, что такое предложение может пахнуть керосином для предлагающих. Но ведь они-то имели в виду не это. Кому в целом мешало издательство, которое само пыталось на любых условиях договориться с государством? Да и почему сразу погром? Могли просто предлагающего инагентом признать, да и все. А тут дело в том, что идеологические задачи у нас всегда шли рука об руку с банальным обворовыванием. Если начальство имеет в виду всех причесать и навести идеологический порядок, сразу же найдутся желающие ему в этом деле помочь, присвоив собственность, которая приносит десятки миллионов долларов чистой прибыли в год. Абсолютно классическая для наших реалий политэкономия. Если у вас есть бизнес, который приносит десятки миллионов долларов, то лишь вопрос времени, когда окажется, что вы продвигаете ЛГБТ, финансируете ВСУ, поддерживаете НАТО или иным образом покушаетесь на традиционные духовно-нравственные ценности. Потому что защитить духовно-нравственные ценности могут только патриотические собственники. Патриотические же собственники всегда рядом и по чистому совпадению связаны семейными и деловыми узами с теми, кто собственность у всяких агентов международного ЛГБТ изымает. Ну, либо связаны тем же с президентом и его ближайшим окружением. История Эксмо, конечно же, возвращает нас к разговору о возможности договориться с государством о неких правилах. Режим наш по состоянию на сегодняшний день не просто так и не от скуки создал положение, где царит абсолютное бесправие. Режиму нашему нужна ситуация, в которой издательство Эксмо или любой другой бизнес не могут жить по правилам. Ни по каким правилам, будь они хорошими, плохими, мягкими или жесткими, неважно. Важно, что если правила будут хоть как-то зафиксированы и понятны, то нельзя будет, обнаружив, что тут лежит такой себе красивый и большой гегемон книжного рынка, просто прийти и его забрать. Российский режим не волнует существование любых форм человеческих взаимоотношений и гендерной идентификации. Ему просто необходимо создать пространство всеобщего бесправия, когда законопослушным быть невозможно из-за отсутствия в законе норм, которые можно было бы соблюсти. Почему собственники и руководство такого значимого актива, еще когда только начиналось дело книгоиздателей, не сообразили, куда дует ветер? Не поняли, что за ними тоже обязательно придут, что вообще не дело таким баблом в обход государства распоряжаться в 2026. Почему принялись договариваться о каких-то там единых центрах предварительной цензуры, вместо того, чтобы ехать в Швейцарию со всем, что получится унести в руках, пока их бесплатно не подвезли до СИЗО? Ну, это уже область психологии. Почему всех, за редчайшими исключениями бизнесменов и чиновников, берут прямо на рабочем месте? Почему никто из них не чует, что запахло жареным? Видимо, потому что надежда и вера в то, что можно переждать, пересидеть, договориться, в людях совершенно неубиваемо и безгранично. Видимо, в отсутствие функционирующих законов при полном произволе, каждый сам себе выдумывает правила, сам им следует и верит, что это сработает. Партнер Эксмо по холдингу, издательство АСТ, издает Маргариту Симоньян. Само Эксмо готово самообложиться цензурой. Издательство не просто лояльно, оно лояльно демонстративно и проактивно. Никаких тебе там экстремистов, инагентов и прочих приравненных к ним террористов Акуниных. Мы же издаем и продвигаем только самых государственно-патриотических авторов, вне зависимости от того, какое непродаваемое говнище они там пишут. Это же должно нас защитить. Мы же все делаем правильно. Но у произвола есть и главное свойство. Тем, кто им занялся, абсолютно плевать, что вы там делали или не делали. Поведение объекта произвола для сути дела значения не имеет никакого. Имеют значение два обстоятельства. У вас есть огромный бизнес и все в стране книжные полки. Они должны быть не у вас, а у нас. Как это оформить юридически, это уже забота прокурора. Государственная Дума и лично президент Российской Федерации постарались, чтобы у прокурора не было никаких ограничений. Можете сжечь хоть всю советскую фронтовую прозу, где бойцы как-то слишком близко лежали в промерзшем окопе. Кинуть в тот же костер всего Оскара Уайлда, Трумана Капоте, а за ними все ноты Чайковского, особенно «Лебединое озеро», ведь там и призывы к свержению власти нетрудно углядеть совершенно. Можно сжечь вообще все книги,
где есть хоть одна сцена с персонажами одного пола в одном помещении. Но это все не важно. Пришли не за геями, пришли за вами. В 2026-м надо задумываться не о том, что вы говорите, пишете, издаете, кого блокируете или наоборот, кого размещаете. Надо думать о том, есть ли у вас что забрать. И помнить, чем темнее будут времена, чем меньше будет ресурсов, чем свирепее станет их дележка, тем скорее придут за вами. Вера в иллюзию, будто существуют некие правила в мире полного бесправия, очень опасна. И если уж экстремизма не избежать, то лучше о новом своем статусе узнавать с другой стороны российской границы. До завтра.